Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот маленькую мини-мини сумочку. Вяжется она очень легко, быстро. Вязать мы ее будем узором ротанг из шнура карамель. Данный шнур вы можете заказать на сайте Пряжа Центр РФ. Ссылочку я оставлю вам ниже в описании. Также я оставлю вам там рядом с ним промокод на скидку в 10%. Так что не забываем, наполняем корзину, вводим промокод, получаем скидку, получаем свой заказ и идем вязать нашу сумку. Кстати, в этом видео будет небольшое исключение, то есть я не буду вам показывать, как обвязывать наше дно, так как донышки у всех производителей разные. То есть если вы берете свой набор у какого-то другого производителя, да, то есть у нас сейчас очень много всяких наборчиков таких режут, и у каждого из них разный диаметр дырочек, разное расположение дырочек, расстояние между ними, то есть количество дырочек разное. Принцип обвязки донышка я уже рассказывала и неоднократно рассказывала. Главное, чтобы все наши прибавки были вот здесь вот на скруглении. То есть мы смотрим визуально, если у нас вот эти вот края сильно растягиваются, делаем прибавку, если нет, то не делаем. Нам понадобится 2 мотка шнура карамель. Если вы точно так же, как и я, будете вязать свою сумочку вот так вот, из 2 цветов, так скажем, то вам понадобится 2 мотка разного цвета. Если однотонная, то без проблем берете однотонную. У меня, видите, клапан с таким вот ромбовым рисунком, и я поэтому сделала вот такой вот красивый узорчик. Что нам еще понадобится? Понадобится нам наборчик для такой сумки из эко-кожи. Его заказать вы также можете на сайте Пряжа Центр. Клапан, вот такие вот полукольца, дно и цепочка 120 сантиметров, чтобы носить нашу сумочку через плечо. Замок может быть любой, все, что вам понравится. Также вместо цепочки можно заказать ремешок под цвет клапану своему. Также можно использовать крупные цепочки, цепочка плюс ремешок и так далее. То есть очень много всяких разных вариантов. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотела вам рассказать, показать, сказать. И если у вас какие-то вопросы останутся, обязательно пишите их в комментариях. Не забудьте поставить лайк, если вам видео понравится, и подписаться на канал, чтобы не пропустить новых видео. А теперь пойдем вязать! Итак, начнем мы с вами сразу с узора. Дно обвязываем, в принципе, как и все обычные донышки. То есть, почему я не показываю подробно, так как у нас у каждого производителя разные размеры, разное количество дырочек, поэтому дно обвязываем, в принципе, по стандарту. По прямой у нас одинарные столбики, на закруглениях у нас прибавки, так же, как и здесь. Ряд мы с вами закрываем хвостиком. Оставляем небольшой хвостик при обвязке. И вставляем вот таким вот образом крючок в самую первую вершину от нашего столбика и вытягиваем петельку. Видите, у нас такая незаконченная петля. Далее сзади под перемычку и в середину петли. Захватываем нить и вытягиваем. Вот такое вот у нас бесшовное соединение получается. Теперь вот этот хвостик мы с вами спрячем в вязание сейчас. И переходим к вязанию первого ряда. Вставляем крючок вот таким вот образом, видите, в середину петельки и под перемычку. Захватываем нить, вытягиваем первый столбик и провязываем его самым обычным столбиком без накида. Далее переходим к вязанию рисунка. Вставляем крючок точно так же в середину вершины, это наша петелька, подтянем ее, в середину вершины и под перемычку. Вот таким вот образом. Прикладываем наш хвостик, чтобы спрятать его в вязание. Нить смотрим, чтобы была не перекрученная. Захватываем и вытягиваем. Далее совершаем вот такие вот действия. Вот у нас получился первый столбик. Далее повторяем то же самое. Вставляем сначала вот сюда в середину вершины и под перемычку. Вот так. Кладем наш хвостик, захватываем нить и вытягиваем новый столбик. Вытягиваем на одном уровне с петлей на крючке. И провязываем.
воздушная петля. Вот у нас уже с вами 2 столбика. Поначалу рисунок будет плохо просвечиваться, но примерно после второго ряда уже станет видно лучше. Повторяемся. Сейчас покажу для тех, видите, у кого одинарный крючок, то есть не двухсторонний, как у меня. То есть мы вытянули петельку, достали крючок, вставили вот с этой стороны и теперь, придерживая пальчиком, вытягиваем эту петельку вот сюда. Далее воздушная петля. Вот у нас абсолютно одинаковые столбики. Еще раз смотрите. Проверяем обязательно, чтобы нить у нас не перекручивалась. Захватываем, вытягиваем, придерживаем пальчиком, убираем, вставляем с этой стороны, придерживаем и протягиваем петельку. Далее воздушная петля. Вот что у нас с вами получается. Таким образом вяжем до конца ряда, и я покажу вам, как закрыть ряд. Итак, вот подошли к концу ряда, видите, вот она наша самая первая петелька, откуда выходит самый обыкновенный столбик. Нам нужно вставить крючок вот сюда, под этот столбик. Вот таким вот образом. И вытягиваем петельку, которая перекроет данный столбик. Провязали. Воздушную петлю в конце ряда мы не делаем. Теперь смотрите, убираем крючок и находим вот эту вот воздушную петельку. Вот она, если мы отодвинем наш столбик. Вот эта петелька. Разворачиваем вязание и вставляем крючок с обратной стороны под эту петельку. Захватываем нашу петлю и вытягиваем наизнанку. Сделать это будет немножко сложновато, но ничего в этом страшного нету, потому что нужно как можно туже все это закрывать, чтобы у нас вот здесь вот не было никаких вот просветов и шишечек. Теперь сразу перейдем к вязанию следующего ряда. Сделали вот такую воздушную петлю и начинаем вязать вот сюда, вот в это место. Вставляем крючок и сзади, смотрите, у нас есть вот такие вот галочки. Нужно выйти ровно посередине этой галочки, чтобы наш узор вязался правильно. Далее воздушная петля. Повторяемся, вставляем крючок между нашими столбиками и сзади проверяем, чтобы у нас выйти между галочкой. Вытянули петлю, провязали. Воздушная петля. Вот у нас уже 2 столбика и более-менее виден рисунок. Далее снова вставляем крючок между нашими столбиками. Сзади проверяем, видите, вышли между галочкой. Вытягиваем петлю и провязываем новый столбик. Все эти петли обязательно поправляйте сразу изначально, иначе потом это будет сделать намного сложнее. Вот так вот. В принципе, ничего сложного, особенно если у вас двухсторонний крючок. Вяжется этот узор очень быстро. Главное следить за тем, чтобы у нас не перекручивалась нить. И сзади, чтобы у нас выходили галочки. Видите, у нас уже вот здесь формируются новые галочки. Таким образом вяжем до конца ряда, без прибавок. Итак, я подошла к концу ряда. Видите, у меня остался один последний столбик. Вставляю крючок, вытягиваю петлю, провязываю, но воздушную петлю мы не делаем. Убираем крючок, и вот она, вот эта вот петелька. Вставляем с обратной стороны под вот эту вот петельку. Далее захватываем нашу петлю и вытягиваем на обратную сторону. Хорошенько подтягиваем и делаем воздушную петлю. Вот так. Все, никаких соединений, видите, у нас не видно. И продолжаем вязать уже третий ряд. Видите, вот здесь мы закрыли ряд.
В следующую петельку мы вставляем крючок. Сзади проверяем, видите, чтобы у нас выйти через галочку. Захватываем нить, вытянули петлю и провязали первый столбик. Воздушная петля. Далее следующий. Вставили, сзади проверили насквозь, вытянули и провязали. Воздушная петля. Все это дело хорошенько поправляем. Вот так. И продолжаем вязать. Узор, в общем-то, несложный. Вяжется достаточно просто. И теперь смотрите, если у вас точно так же, как и у меня, сумка будет состоять из двух цветов, то вяжем 4 ряда, просто 1 тон. Получается, сейчас мы вяжем третий, 2 ряда мы уже связали, вот можно посчитать 1, 2, и вот этот третий мы с вами вяжем. Еще 1 ряд, то есть довязываем вот этот ряд и вяжем еще 1, и после этого мы будем вводить другой цвет. Если у вас сумка однотонная, тогда вы просто вяжете на нужную вам высоту. Итак, смотрите, я провязала 4 ряда по рисунку, начала вязать 5, и смотрите, что у нас получается. Делим сумку ровно посередине, вот здесь вот отмечаем маркером центральную петельку с этой стороны и вот здесь вот с этой. Почему я начала вязать уже 5? Так как вот видите, у меня маркером, да, центр отметился на самую последнюю петельку, то есть петельку соединения предыдущего ряда. Поэтому я довязала до сюда, провязываю розовую с этой стороны, потом довязываю до этой петельки и в самом конце провязываю еще одну розовую и закрываю ряд. Смотрите, как мы вводим нить другого цвета. Маркер я убираю. Вот здесь вот мы провязываем сначала белый столбик. И вот эту вот воздушную петлю для перехода мы провязываем нитью другого цвета. Вот так. Теперь вот этот хвостик мы с вами спрячем в вязание. Вот эти вот обе ниточки мы будем придерживать сзади, чтобы спрятать их в вязание. И пока вот не бойтесь, что у вас вот здесь вот распускается, ничего в этом страшного нету, это все можно подтянуть. Провязываем следующий, то есть центральный столбик сбоку розовым цветом. Вот так. Нить вытянули, а воздушную петлю мы делаем нитью другого цвета, то есть основного. Вот что у нас с вами получается. Теперь эту ниточку подтянем, эту тоже подтянем. И теперь продолжаем вязать далее белого цвета столбики. Вот так. Смотрите, как это выглядит. Видите? Теперь довязываем основным цветом до этого маркера и вяжем еще один такой столбик. Параллельно не забываем прятать ниточку. Вот таким вот образом держим ее, вытягиваем столбик и провязываем. Видите, они прячутся в вязании. Итак, смотрите, я дошла до конца ряда. Вот здесь вот у меня центральный будет розовый столбик. Вот здесь буду провязывать последний белый столбик. Вставляю крючок и смотрите, пока не забыла, чтобы вот здесь вот наша нить другого цвета не просвечивалась, мы обвязываем ее, когда прям держим у самой стеночки, вот здесь вот, чтобы она оставалась вот в этом месте. Тогда она у нас вот здесь не будет просвечиваться. Вытянули, а воздушную петлю мы с вами делаем розовым цветом. Вот так. Провязываем последний столбик розовым цветом.
вытягиваем. И вот здесь вот у меня сразу идет закрытие ряда. Если у вас точно так же, то смотрите, что мы делаем. Делаем точно такие же манипуляции. То есть находим, вот она, вершина, наша эта петелька. Вставляем нашу петлю в эту сторону. И вот здесь вот воздушную петлю, которую мы поднимаемся на ряд, мы делаем уже нитью основного цвета, так как вязать нам дальше нужно именно белым цветом. И вот посмотрите, наше соединение абсолютно незаметно. Вот эти вот петельки потом выровнятся, поправятся, и вот видите наш ряд соединения. Красиво все и незаметно. Далее продолжаем вязать точно так же. Нить придерживаем, видите, с этой стороны, и продолжаем ввязывать ее в вязание, продолжаем вязать до следующего нашего розового столбика, то есть вот до этого момента. Итак, подошли мы с вами к середине, и теперь будем вязать в шахматном порядке. То есть в каждом ряду у нас будет с вами добавляться один столбик другого цвета, то есть вот сюда и вот сюда мы сейчас провяжем розовые. Воздушную петлю делаем розового цвета, придерживаем нить у стеночки, вставляем крючок, обязательно проверяем, чтобы наши ниточки не перекручивались, чтобы выходили ровненько. Воздушная петля, далее второй столбик, вставляем, поправляем, вытянули. И вот здесь воздушная петля уже основного цвета. Все это дело хорошенько поправляем и продолжаем вязать до следующего маркера. И вот здесь смотрите такой момент, чтобы наша вот эта вот ниточка, которая будет идти по периметру, да, которую мы будем прятать в вязание, не просвечивалась не только здесь, но и внутри, да, вот как вот так. Вставляем крючок под углом. То есть таким образом, чтобы вот здесь, поглядите, зацепить как раз нитку предыдущего ряда. Придерживаем нашу рабочую и провязываем. Воздушная петля. Под углом опустили крючок, внизу, видите, проверили. И вот здесь вот уже видно, что эта нить спряталась совсем. То есть вот здесь видно, что у нас нить еще торчит, и вот здесь она уже спрятана совсем. Вытянули, провязали, воздушная петля. Поправляем все. И вот смотрите, вот здесь у нас новая ниточка, а вот это вот спряталась в вязании. Точно так же довязываем вот здесь до конца ряда, провязываем одну розовую вот здесь и одну розовую вот здесь. Закрываем ряд и довязываем до вот этого момента. Итак, я провязала еще один ряд. Видите, закрыла здесь ряд, поднялась на новый, дошла до следующего нашего прибавления цвета. И вот здесь у нас уже будет 3 столбика. Один сюда, сюда и вот сюда третий. Вот так вот в каждом ряду у нас будут добавляться по одному столбику с каждой стороны другого цвета. А по одному столбику белого будет убавляться. Вот так. То есть, в принципе, узор достаточно простой. Хотя все, ну, не все, многие говорят, что жаккард очень тяжело вязать. В принципе, видите, ничего такого. Хотя у нас, конечно, самый простой узор, но принцип жаккарда именно вот такой. Видите, у нас уже здесь 3 столбика. В следующем ряду у нас будет 4. Один вот здесь второй, третий, и вот здесь будет 4-й столбик. Точно так же и с этой стороны.
Итак, сумка моя почти готова. Я в общей сложности связала вот от этого до самого последнего вот этого ряда. У меня получилось 21 ряд. То есть я связала 4 ряда белым, ввела розовую нить. С того момента, как у меня закончился белый, я обрезала ее. И вот здесь еще 4 ряда связала розовым. Вот, в принципе, и все. Ниточку я обрезала. Теперь будем закрывать ряд. Вот таким вот образом мы, получается, заканчиваем. Делаем воздушную петлю в конце ряда в самом. Вот так. И вот эту вот часть мы продеваем через нашу петельку. И вот здесь все очень сильно, очень аккуратно затягиваем, чтобы это все было не видно. Петельки все поправляем. Можно сделать окантовочный ряд, то есть провязать все это соединительными столбиками, да, по краям можно сделать просто галочками провязать, то есть кому как больше нравится. Мне лично нравится вот такой вот вариант, очень интересно смотрится. Тем более, в принципе, это все будет не видно под клапаном. Теперь вот эту ниточку мы потом с вами спрячем в вязание, и нам нужно будет пришить клапан. Давайте определимся с размером, да, то есть куда именно мы будем с вами его пришивать. Во-первых, вот здесь вот замочек идет, да, вот такой вот карабинчик. И вот эта вот штучка, она очень маленькая, мне вот она не совсем понравилась, и я поэтому не стала ее в самом начале ввязывать, поэтому смотрите, я взяла вот такой вот карабин, 28 миллиметров он идет, и с ним намного проще будет. Во-первых, смотрите, его будет проще одеть вот здесь, то есть у нас все равно есть какая-никакая плотность вязания, то есть если мы будем использовать вот это колечко от нашего замка, у нас по факту вот такой вот кусочек будет торчать. Вот так, да, давайте сделаем вот так вот. То есть смотрите, по факту у нас будет торчать вот такой вот кусочек, и будет, ну, не очень удобно, да, пытаться зацепить это все дело. Тем более, если мы будем где-то ходить, чем-то заниматься и одной рукой пытаться застегнуть сумку, это будет сделать очень сложно. Поэтому я заменила, видите, размер не сильно отличается, но вот здесь вот будет торчать немного больше, чем нужно, и таким образом нам будет легче застегнуть. Я вот так одену карабин, и вот здесь примерно в каком месте он у меня будет одеваться, да, вот так. И выкладываем. То есть кому-то нравится вот так короткий клапан и хочет замок вот здесь посередине, кому-то нравится прям совсем внизу, да, то есть в самом начале ряда, да, это можно сделать вот здесь. Длина нам позволяет. Видите? Я хочу сделать вот примерно в этом месте, то есть где-то вот здесь, где у меня заканчивается белый цвет. Вот таким образом прикладываем клапан, и вот так я его пришью. То есть он у меня будет идти чуть ниже края нашей сумки. Вот таким вот образом. Итак, выложили клапан как нам нужно. Берем крючок маленького размера, чтобы вот здесь было проще пролазить наши дырочки. Берем рабочую нить и вот здесь присматриваемся. Вот сюда я вставляю крючок рядом совсем с дырочками. Клапан пока он не нужен. Далее захватываю нить и вытягиваю ее вот сюда. Вот здесь вот хвостик оставьте подлиннее, чтобы он у вас не выскакивал, нигде не мешался и хорошо очень держался. Теперь петельку вытянули, не переживайте за размер, мы еще подтянем ее, прикладываем клапан, стараемся держать все это дело ровно, еще раз проверяем, ровно ли посередине. Придерживаем и вот таким вот образом вставляем крючок в полотно, проделываем дырочку, то есть куда он войдет, туда войдет. Вот здесь захватываем рабочую нить и вытягиваем петельку. Вот так. У нас с вами 2 петли на крючке. Теперь мы вот эту, которую вытянули сейчас, протягиваем через предыдущую петлю на крючке. То есть вяжем соединительные столбики вот таким вот образом.
Видите? Вот эту петельку не бойтесь, ее за хвостик можно подтянуть и исправить. Далее все это дело хорошенько придерживаем. Вытягиваем на нужную длину нашу петельку. Ставим вертикально крючок и одеваем его внутрь. Захватываем нить, придерживаем клапан и вытягиваем петельку. Теперь продеваем ее через петлю на крючке, вот так. Далее петельку подтягиваем на нужную нам длину. Придерживаем клапан и вставляем крючок. Здесь захватили нить, вытянули, провязали. В принципе, ничего сложного. Главное придерживать клапан так, чтобы он у нас никуда не съехал и привязался очень ровно. Таким образом вяжем до конца клапана. Вот так. Вот так вот мы довязали до конца. Теперь смотрите, делаем последний закрепительный стежок вот сюда, то есть точно так же, как мы начали вот здесь, вставляем крючок вот сюда. Вот так. И вытягиваем петельку. Точно так же вытянем ее посильнее, чтобы она нам не устроила никаких сюрпризов. Хвостик убираем. И вот здесь вот смотрите, теперь вот с этой, с обратной, с внутренней стороны мы вставляем крючок ровно туда же, откуда у нас выходит вот эта вот петелька. Захватываем нить и вытягиваем ее внутрь. Вот так. Видите? Вот здесь вот этот хвостик, видите, можно подтянуть, и все у нас ровно, аккуратно стоит. Вот так мы пришили с вами клапан. Теперь все вот эти вот внутренние наши ниточки нам нужно будет спрятать в вязание. Вот здесь вот нам осталось продеть кольцо на нужную нам высоту, то есть там, где мы хотим, чтобы у нас застегивалось. Дальше пришить вот такие вот запчасти вот сюда, вот таким вот образом по краю. Нужно будет их пришить, одеть ремешок, и наша сумка будет готова. Ну и вот, собственно, что у меня получилось. Я одела карабин на свое место, пришила свои полукольца вот так вот по бокам, одела цепочку. И вот такая вот мини-сумочка у нас получается. Это все дело нам нужно будет еще предварительно хорошо отпарить. Вот так вот выглядит она сзади. Вот такое дно. И вот здесь вот, кстати, вот в этом месте у меня как раз идет соединение ряда. Видите, ничего не видно. Вот так вот сзади, прям ровно. Вот если помните, в начале видео я начала ввязывать розовый цвет как раз последним столбиком в ряду. И получается, последний столбик у меня розовый, следующий столбик в ряду у меня белый. И вот оно, мое соединение. Вот такая вот сумочка у нас с вами получается. И смотрите, еще как вариант. Шикарно сюда подойдет вот такой вот ремешок. Видите? Именно к данному цвету, да и вообще вот к таким сумочкам шикарно смотрятся маленькие сумочки и крупный ремешок. И еще как вариант вот такой вот кожаный ремешок. Тоже можно выбрать под цвет. И тоже смотрится прикольно. Все выбранные аксессуары будут смотреться шикарно. Главное все это подобрать под цвет к вашей сумке. Итак, спасибо всем, кто смотрел мое видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Кстати, можете сейчас прям перейти и посмотреть, там тоже есть очень много всего интересного.
Еще раз спасибо и пока-пока. До новых встреч!